Рвота считается достаточно хорошим фактором защиты организма от различных раздражителей, будь то токсических, механических, поэтому нередко возникает симптом, который пугает владельцев, если у его питомца начинается рвота. Но рвота рвоте рознь, поэтому стоит обратить внимание на кратность рвотных позывов, сколько возникает за сутки, какое содержимое в рвотных массах. Все имеет значение. Если собака или кошка имела контакт с каким-то раздражителем химическим или механическим, то высока вероятность развития рвотных позывов и освобождения желудка от данного раздражителя. Желательно обратить внимание, что находится в рвотных массах. Если это частицы инородных предметов, то тут может возникнуть угроза закупорки пищеварительного тракта, и стоит обязательно проверить, не пропали ли какие-то мелкие детали или игрушки, которые животное могло проглотить. Если что-то подобное подозревается, лучше обязательно обратиться в клинику для постановки диагноза или хотя бы исключить возможное попадение в пищеварительный тракт данных объектов. Если речь идет о токсическом раздражении, то, как правило, в рвотных массах вряд ли вы сможете определить наличие или следы каких-либо химических раздражителей. В этих условиях стоит обязательно осмотреть место, где могло животное контактировать с раздражителями. Если что-то подозрительное вы нашли, желательно использовать сорбенты, которые могут снизить фактор дальнейшего всасывания и раздражения слизистых оболочек. Существуют также еще и другие факторы, провоцирующие рвоту. Нередко систематически возобновляющиеся рвоты могут быть признаками гельминтозов. В этом случае стоит проверить график обработки вашего питомца от гельминтов. Если он просрочен, то есть проводился реже, чем один раз в 3 месяца, лучше провести обработку в ближайшее время. Соответственно, использовать препараты, которые чаще вы применяли, потому что существует еще и фактор угрозы непереносимости компонентов препаратов, лучше пользоваться проверенными. Либо, если по вашим наблюдениям этот препарат не подходит, провести в тестовом режиме использование других препаратов, но соблюдая строгий режим дозировки, то есть тот препарат, который соответствует весу вашему животному. При обнаружении в рвотных массах незначительного количества крови, в данном случае это весьма субъективная оценка, однако небольшие включения маленьких сгустков, которые не окрашивают рвоту целиком кровью, в принципе, может не вызывать сильного опасения с той точки зрения, что чаще всего так может проявляться незначительное капиллярное кровотечение, вызванное частым сокращением пищеварительного тракта. Но если рвота окрашивается целиком, если мы наблюдаем в рвотных массах крупные сгустки, как правило, крупные — это размер, превышающий ладонь, да, там, допустим, тогда, да, можно предполагать очень массированное кровотечение, и стоит в экстренном режиме обратиться в клинику для определения кровотечения и остановки. При наличии признаков сильного раздражения слизистых оболочек ротовой полости очень часто владельцы наблюдают усиленное истечение пены, и часто это также вызывает беспокойство, но не всегда это может быть связано с каким-либо токсическим воздействием. Нередко, разгрызая или поедая какие-то горькие предметы, горечи, даже траву, у собак и у кошек возникает образование пены, и решается вопрос достаточно легко банальным промыванием ротовой полости водой. Если речь идет о токсическом воздействии, то, как правило, помимо пены идет также и рвота, и общее угнетение состояния животного. Соответственно, в этих условиях самостоятельно владельцы редко когда могут справиться с данной проблемой, и требуется помощь специалиста.